Всем привет! У советской пропаганды была одна проблема. Сравнивая капитализм с социализмом, она делала отсылки исключительно к богатым и развитым империалистическим державам. Главными соперниками СССР и объектами критики становились только США и Западная Европа, как наиболее успешные образцы рыночных обществ. Но на них капиталистическая система XX века не заканчивалась. В мировые рынки товаров, услуг, капиталов и рабочей силы постоянно втягивались все новые экономики Африки, Азии, Латинской Америки. Это позволяло их в полной мере отнести к капиталистическому миру. Однако у нас не было принято критиковать и высмеивать бедные страны периферии. Возможно, потому, что Советский Союз рассчитывал еще побороться за их симпатии к социалистическому блоку. В любом случае, для советского человека слово «капитализм» стало ассоциироваться преимущественно со странами центра. А такие его элементы, как общество потребления и относительно высокий уровень жизни, стали в общественном сознании распространяться на всю систему капитализма как ее неотъемлемое свойство. С тех пор прошло много лет, а многие наши соотечественники до сих пор считают Америку и Европу примером правильного капитализма, который нетрудно организовать и у нас, надо лишь вспомнить заветы старины Джеффри Сакса. Однако в большинстве стран мира экономика устроена совсем иначе. 6/7 населения планеты живет в условиях, как говорят либералы, неправильного капитализма. Например, Африка, доля которой в мировом ВВП за последние 40 лет сократилась с 5 до 3%, а средний доход на душу населения упал с 5,5 до 2,9 тысяч евро в год. А ведь она тоже часть глобального рынка. Но сегодня поговорим о другом участнике мирового капитализма – Гаити. По уровню бедности населения и глубине социально-экономических проблем она даст фору многим странам Черного континента. Республика Гаити располагается на западной части одноименного острова и принадлежит к Северной Америке. В стране проживает около 11 миллионов человек, из которых 6,5 миллионов за чертой бедности. По уровню социального неравенства страна входит в 5 мировых лидеров. Экономика Гаити аграрная. ВВП на душу населения составляет всего $1800 в год, и это 213 место в мире. В общем, рыночек порешал. Хотя, может, и нет там никакого рынка. Стоит во главе какой-нибудь диктатор, которого привели к власти еще советские спецслужбы. Экономика отгородилась железной стеной от цивилизованного мира. Предприятия национализировали, иностранных инвесторов выгнали. Народ сидит по лагерям, трудится за еду и хором поет хвалебные песни отцу нации. В итоге цветущий оазис превратился в разваленную пустыню. Ведь примерно так либеральная пресса описывает соседа Гаити по региону, Республику Кубу, которая находится от нее всего сотни километров. Но нет, капитализм в Гаити самый что ни на есть правильный. Журнал Forbes описывает Гаити как свободную рыночную экономику, да еще имеющую тесные экономические связи с США. К ним вернемся чуть позже, а пока прихожане церкви невидимой руки рынка подбирают челюсть с пола, рассмотрим экономическое устройство Гаити поподробнее. И знаете, Forbes прав. На Гаити реализованы многие мечты российских либералов. После военного переворота 1991 года в Гаити были введены войска США, а против страны на короткое время были применены торговые санкции. Американские военные на много лет стали там истинной властью, контролируя всю политическую систему. Под их управлением формальный глава государства Рене Преваль принял целый ряд рыночных реформ. Либерализация торговли и финансового сектора, уменьшение налогов и тарифов для бизнеса, урезание госрасходов и сокращение численности госслужащих и, конечно, масштабная приватизация. В результате реформ влияние государства на экономику Гаити упало до минимума. Отношение государственных расходов к ВВП здесь всего 18%, 163 место в мире, а социальные расходы бюджета не более 5% ВВП. Это в 6 раз меньше, чем во Франции. Здравоохранение в Гаити преимущественно частное. Лишь 15% услуг предоставляют государственные учреждения. В образовании доля частного сектора и вовсе 89%. В системе ЖКХ также присутствует масштабный частный сектор, а государство не угнетает эффективных предпринимателей обязательными стандартами. Особым предметом гордости Гаити является малый бизнес. Здесь ему предоставлена такая свобода от надзора, что государство даже не может сосчитать количество фирм и фирмочек, расплодившихся во всех отраслях экономики.
По приблизительным оценкам Всемирного банка, вне сельскохозяйственной деятельности почти 80% рабочей силы занято в так называемых частных неформальных предприятиях. Это в основном семейные фирмы, которые работают без регистрации, не ведут бухгалтерии и не платят налогов. Ну просто мечта Навального. Высокое неравенство и безработица и почти нулевая социальная политика государства сохраняют цену рабочей силы на очень низком уровне. В страну пришли иностранные инвестиции. И, конечно, не в науку и образование, а в самые отсталые и низкопроизводительные сектора. В первую очередь в текстильную отрасль. Она обеспечивает около 90% всего экспорта и 10% ВВП страны. Кстати, о внешней торговле. Как и положено рыночной экономике, Гаити всегда активно участвовала в международной торговле. Еще в 1950 году она вступила в ГАТТ, а в 1995 году была принята в ВТО почти сразу после его создания. Гаити активно торгует с другими странами. Главный торговый партнер – Соединенные Штаты. Они позволяют Гаити беспошлино экспортировать свои товары. На США приходится 80% экспорта и 46% импорта страны. Торговый баланс у Гаити отрицательный. Как следствие, у страны постоянно растет внешний долг. Он тянется еще с первой половины XIX века. Тогда Франция в результате национально-освободительной борьбы Гаити лишилась своей колонии и потребовала компенсировать упущенную выгоду от работорговли в размере 150 миллионов франков, а также предоставить ей скидку в 50% на импорт товаров из Гаити. Правда, иностранные кредиторы периодически списывают часть долга, когда на острове происходят природные катаклизмы. Так, в 2010 году в результате землетрясения там погибло более 200 тысяч человек. Так неужели Гаити принадлежит к тем странам, что больше получают от внешнего мира, чем дают взамен? Как-то не по-рыночному, ведь такое позволяется только хозяевам этого мира. Да, все неспроста. Гаити занимает важное место в международном разделении труда, за счет которого она получает преференции от Соединенных Штатов. Уже много лет Гаити в прямом смысле является одной из постоянных американских помоек. Сюда США свозят отходы электронного оборудования, сваливая их на многочисленные мусорные полигоны, которыми Гаити известна на весь мир. Ежегодно в США производится около 7 миллиардов тонн электронного мусора, более 22 килограммов на человека в год, почти в 40 раз больше, чем в Гаити. В мире не ведется официальной статистики экспорта электролома, однако по оценке ООН США отправляют в другие страны до 50% старых устройств. Бедные страны уже давно выступают в роли импортера мусора из западного мира. Чтобы хоть как-то упорядочить эту процедуру и не провоцировать экологическую катастрофу в целых регионах, в 1989 году большинство стран мира заключило международное соглашение – Базельскую конвенцию. Она ограничивает экспорт особо токсичных и опасных отходов, таких, например, как биомедицинские отходы, использованные нефтепродукты, свинцово-кислотные аккумуляторы. Из всех государств, подписавших это соглашение, до сих пор не ратифицировали его только 2. Как думаете, кто? Да, вы угадали. США и Гаити. И главное, все добровольно, без принуждения и насилия. Налицо взаимовыгодное сотрудничество двух рыночных субъектов, вмешиваться в которые значит угнетать частную инициативу, ну прямо как в проклятом совке. В общем, когда либерал, исчерпав все аргументы в споре, в ярости предложит вам переехать в якобы коммунистическую Северную Корею, ответьте ему ссылкой на рейсы до Порто-Пренса. Если брать сейчас, то на майские праздники билет до рыночного рая обойдется всего в 50 тысяч рублей. Совсем недорого для настоящего Атланта.